все-таки не выдержала душа поэта. Едем мы, значит, выезжаем из нашей Аделаиды, едем в сторону порта Гаста. Вот, и решили все-таки поехать от Куберпеди. Там опаловая столица мира, подземный город старый. Сейчас, конечно, современные жители уже не под землей, потому что есть кондиционеры. Но раньше народ закапывался под землю от жары. Вообще жара в 30 градусов уже кажется не очень жарой. Ну так, ветерочек вроде освежает нормально. Главное не забывать тут намазываться как следует. Вот, сейчас там посмотрим, что будет в этом Куберпеди. Называется его, да, место называется Куберпеди, потому что переводится это все с местного аборигенского как нора белого человека. Потому что еще в древности, ну как в древности, все истории Австралии чуть больше 200 лет современной, да, именно освоение белым человеком. В общем, да, раньше еще давно там тоже уже копали, добывали опалы, поэтому аборигены так прозвали место. Вот. Будем туда добираться. Вчера, несмотря на намерение добраться до Куберпеди за один день, все-таки это у нас не получилось, потому что, ну, вообще это могло получиться, но приехали валя там в час ночи или в полночь, вот, но учитывая, что дети и все такое, в общем, решили не рвать и остались в городишке Порт-Аугаста или Порт-Аугуста. Вот, это такой вот самый глубокий такой залив на Южной Австралии и там соответствующий порт. Вот, такая последняя крупная, более-менее крупная цивилизация, где есть там супермаркеты. Вот, и прямо сегодня пораньше, уже нормальное время, в 8 утра, вот мы сейчас выехали, и уже после завтрака, после всех дел. И да, у нас осталось 536 километров за Куберпеди. Самое прикольное, что дорога здесь просто замечательная. Маршрут просто прокладываешь такой. Через 536 километров поверните направо. Это просто прямая дорога, где нет больше вообще ничего. Там практически ни одного населенного пункта. Ну, говорят, что есть заправки. Я надеюсь, что они есть. Вот. Да, уточнив, кстати, нашего друга Андрея, да, Живила из Мельбурна, он тоже ему написал на Фейсбуке. Точнее, ему написал, а я потом спросил, есть ли какие-то заправки. Он говорит, на гугле, говорит, их ты не найдешь, тут нужно местные какие-то приложения скачивать. Вот, но так или иначе, очень надеюсь, что собираемся. Вот, сейчас, в общем, едем. Пустынные довольно дороги. Но зато хорошие, и это самое главное. Будем дальше ехать. В машине так шумно, как выходишь из машины, такое просто безмолвие, такой тишины давно не слышал. Вот остановились около высохшего соленого озера. Такое вот соленое озеро. Небольшое, кстати, совсем. С одной стороны, кстати, интересно, оно разделено как бы дорогой на две части. Вот. И с одной стороны абсолютно такой белая соль. Причем такой толстый слой, там несколько сантиметров. Вот. А с другой стороны оно просто вот такое сухое дно. Вот. Красиво очень. Кто-то даже сюда, кстати, спускался на джипе с дороги. Катались, хотели проехаться. Такое безмолвие вообще. Грузовики проезжают иногда, и все.
Правильно еду? По правильной стороне? Он тоже туда поехал. Слушай, а что он возвратился? Тоже чувак. Тоже нахуй. А не, вот это другой. Может. Калпас. Так, братаны. Это наша дорога. Закрывай. Населенный пункт Пимба. Вообще такой удивительный оазис посреди пустыни. Заправочка, все такое. Вот. И сейчас посмотрим, там объявление забавное. Прям на заправке. Типа не входить без обуви, не входить без там, короче, в общем, не входить без одежды. Мы подумали, что для аборигенов. Такая вот красивая заправочка. Вот, Roadhouse. Здесь такая еще и гостиница, бар, магазин еды, ну, короче, все сразу. И действительно написано, что без обуви, без одежды вход запрещен. Вот. Куча знаков всяких старых внутри. Красиво. Такая уже романтика пустынь. Такие вот есть упакованные джипы там с запасными колесами, по кучу канистр бензина на случай чего. Короче, серьезный подход. Многие остановки здесь уже дают им такие имена, местные аборигенские имена, как, например, вот это вот Кокатха, такие красивые железные таблички, вот, цветные. Видно, что это установлено недавно, я думаю, буквально несколько лет назад, скорее всего. И тоже такие информационные стенды о местных первооткрывателях, о каких-то локальных правилах, некоторых достопримечательностях, тоже про местные разные флору, фауну. Приятные такие остановочки. Это конкретно остановка у озера Харт. Огромнейшее такое соляное озеро. Здесь летел посмотреть на него сверху. Очень красиво. Вдоль него, кстати, идет прям по берегу железная дорога. Вот. Да, и вот такие вот разные тут значки тоже, обозначающие, что тут нужно делать. Осторожно с наводнениями. Вот. Flood roads. Смотрите, проверяйте уровень воды и не залезайте куда не надо. Не заезжайте на землю аборигенов без разрешения. Вот. Ну, короче, в общем, всякие тоже по безопасности. Road safety. Explorers of the Outback. Остановились в 140 километрах от Куберпиди. Так, немножко передохнуть. Да, чтобы выйти в пустыню. Тут сейчас плюс 40. Как-то странно, почему-то не ощущается прям ужасное пекло. То ли я еще не успел его почувствовать полностью, то ли уже адаптировался. Вот. Решил подойти, пофотографировать такие вот деревья сухие. Вся земля в каких-то мелких колючках, таких круглых, которые мне даже сквозь мои шлепанцы прокалывают. Да, знамя. Красная земля вообще, когда смотришь со спутника на все это дело, на спутниковую карту, Google там или еще что-то, кажется, что здесь прям вообще
Просто одна пустыня такая. На самом деле деревца растут, периодически даже такие оазисы встречаются, где прям зелено. Деревца, конечно, такие пустынные, но все-таки это деревья, это не совсем песок, бескрайние просторы. Вот такая вот местность. Вот. Вообще прикольно, что-то в этом тоже есть атмосферное. И здесь 40 километров еще до города осталось, и уже начались первые шахты. То есть видно отвалы большие, тариконы, местами какая-то техника, вдалеке видны какие-то вообще огромные отвалы. Вот, то есть здесь мировая столица добычи опалов. Очень серьезный такой масштаб, потому что еще далеко до города, а уже начались шахты, и они не прекращаются. Это очень главная причина наличия здесь этого города. Пару туров по Куберпеде, чтобы нам все показали за сжатый срок, но посмотрим на достопримечательности. Вот такой вот автобус, примечательно труба у него, вот эта вот труба, которая на самом деле, мне кажется, для того, что тут бывает затопление в другие сезоны, поэтому труба выхлопа находится на крыше. Первая экскурсия у нас вечерняя была по местам, которые называются breakaways. Это такие вот горы, стоящие из осадочных пород, которые вымываются активно ветром, эрозией. Причудливые такие холмы, вот такие вот деревья, деревца вот эти вот колючие. В них птицы бьют гнезда, чтобы спастись от животных. То есть те же самые собаки динго, которые здесь построены, самые длинные, и сетка, защита, стенка. All these small mounds right here, Yeah. all the small ones, that's for prospecting. Just for checking. Yeah. Is it there or not? Это вот маленькие все эти как раз для, research, короче, проверка. Если, для проверки, если там что или нет. В маленьких
горки. Если типа маленькая горка, то значит там ничего особо не было. No. Baba is in town for 2 days. Comes all the way from down south. Oh. Okay. This is our fire station, right? Our fire truck. Здесь этот самый пожарная станция. See this here? Yeah. Jesus Christ, God, Son, and Savior. Understood. Just like a secret symbol for catacomb Christian. Это, видишь, секретный был символ такой, которым катакомбные христиане, которые прятались от римлян, они создавали такой язык общения между собой. Да, это не здесь, но здесь как бы они решили сделать такую же церковь. Да. В Древнем Риме похоже на церковь. Сербская православная церковь в Куберпеде. Буквы справа, видишь? Святи пророк Илья. Святой пророк Илья. Это русские буквы, это по-сербски написано. Сербия — это страна в Европе, да. Ага. По-русски прям почти. Это сербская церковь в Куберпеде. Ну это просто это. He has to keep the sun off the doors and windows. Ah. And secondly, when it rains, he catches a lot of water to fill his tanker. Ah, understood. Use it like a collect water. Yeah. Да. We're just a regular house. Yeah. Вот жилой дом обычного жителя. Гольф-клуб в Куберпеде. Вот. Надо сказать, что здесь нету травы, поэтому для того, чтобы запустить мячик, здесь используют маленький кусочек искусственной травы. Вот, и тогда оно работает. А так это типичная пустыня. Такая вот. Just yesterday we also see it on the mining place. Yeah. Это вакуумный очиститель. Потому что у них тут нет воды. Обычно водой промывается все. Но так как тут нет воды,
что как бы у них получается, что им приходится в сухую, поэтому куча пыли и $3000 в неделю зарплата. In there Для is самой... is the community church. Ага. А где там 80% Добытого это просто без цвета такой, обычный камень, да. И только 20% это просто ценный. тяжелый? Очень тяжелый труд и высокооплачиваемый, поэтому здесь люди как бы живут. Смотри, настоящая трава. Wow. This is really caring about kids. They can see the natural grass. Only them. This is the mining department and the Kiribati Tafe College. Даже у них колледж свой есть, обалдеть. Here is Desert Cave Hotel. You should walk through there and have a look. It's very interesting. It's got the underground bar. Wow. John's Pizza, the most popular place in town, very good. Before you buy any opal, if you're going to buy opal, before you buy any opal, go in there and have a look. The Australian opal is a child of the Never Never. For in its babyhood, it paddled there in the shallow inland sea which covered our vast interior like a silver quilt. It grew, grain by grain, to the music of dripping water. Сегодня возвращаемся мы из Куперпеди обратно на побережье, в Порт-Агасту. И была, конечно, идея поехать через северную территорию, потом туда, в сторону Брума, и сделать такой крюк по побережью Западной Австралии. Но это было слишком смелое решение на самом деле, потому что посчитали километры, поняли, что у нас есть 13 дней, поняли, что надо будет в день ломить там по 500-600 километров.
еще при этом надо какие-то деньги досмотреть, поэтому какие-то дни, может быть, даже еще больше должны было иметь. Вчера, получается, мы приехали в 3 часа дня в Куберпеде. На 6 часов у нас была экскурсия вечерняя в местечко, которое называлось Бакавейс. Это такие вот горы, которые тоже формировались из осадочных пород. И такие постоянные эрозии подвержены, очень красивые. Из тоже такого песчаника и меловые такие отложения. Ну, то есть такая очень хрупкая порода. Вот, тоже погуляли, там нас провозили, рассказали про историю места немного. Вот, показали эту самую длинную в мире ограждение от собаки Динго. Называется Dingo Fence, то есть защита от собаки Динго. Вот. Потом посмотрели на эти вот причудливые такие холмы, горы. Удалось там чуть полетать даже, посмотреть на все это. Хотя нам сказал экскурсовод, что нельзя тут летать, потому что сделали с недавнего времени эту территорию аборигеновской территории, то есть как некий такой вот сакральный, везде тоже у них это популяризуется, так же как и в Новой Зеландии. Вот, пытаются как-то они реабилитировать свои грехи, вот это я вам тоже говорил. Вот, но это выглядит так довольно странно для местных, то есть сам даже экскурсовод такой говорит, ну типа булшит там все это вообще. Ну то есть он с явным неуважением отнесся к этим инициативам, но как бы ладно, это его дело. Вот, так или иначе, в общем, погуляли. А сегодня у нас был день, мы знакомились уже с самим городом Куберпеде, посетили 2 церкви подземные, причем надо сказать, что здесь этих вот подземных церквей несколько штук, или там не 10 разных, то есть там греческая, католическая, катакомбная, как-то там еще разных других ответвлений христианства. Вот. Но меня больше всего поразила, конечно, сербская православная церковь. Вот, большая, красивая, тоже там поснимали. Плюс еще там, значит, разные клубы у них, гольф-клуб, мотоклуб, спортивные там какие-то, у кого-то чего только нету. В принципе, да, инфраструктура, учитывая, что население города 1700 человек, очень неплохая. То есть там в школе, например, в школьном даже есть нормальный газон с травой, который поливают, чтобы травка росла, то есть все как надо. Вот такой, я слетел, когда посмотрел, там как бы видно, что единственная зеленая точка, это вот самый детский газон, детское футбольное поле. Вот. Но там тоже расписание, ну, короче, все как обычно. Единственное, что необычно на самом деле в городе, это как раз эти вот подземные все убежища, то есть дома подземные, которые начали строиться еще в середине 20 века, потому что открыли в Куберпеде вот эти вот опаловые огромные россыпи, опаловые поля в начале 20 века. Вот, тоже ходили в музей и показали там, как вот старые шахты выглядели, как старые вот эти майнинговые все, значит, туннели строились там. Сначала они делали все вручную полностью, а потом, значит, они делали уже при помощи машин. Вот, ну, то есть место весьма аутентичное. Там вообще в радиусе этого Куберпеде 1,5 миллиона разных дыр и шахт. Вот, поэтому там нельзя нигде ходить, за исключением дорог и троп, которые вот уже проложены. Вот, очень много везде предупреждений висит. Вот именно сам город, то есть помимо этих домов подземных, в принципе, атмосфера такая вот какая-то, как будто время там замерло. Ну и такой пейзаж, конечно, особенно когда сверху на него посмотришь, марсианский. Плюс, на самом деле, еще, кстати, интересно, что место это была площадка для съемок многих фантастических фильмов, будь то Mad Max. И сам по себе атмосфера, это огромная куча металлолома, какого-то каких-то старых предметов. Там даже заходили, когда смотрели в этих домах, которые как, ну, один как музей, а другой не как музей, другой просто такая своего рода гостиница приватная, вот, используется. Да и просто даже вот мы были когда в караван-парке, вот, то есть видно, что очень много старых вещей не используют, потому что далеко очень все возить. И даже тоже экскурсовод там говорил, что обычно в Куберпеде не принято ничего выбрасывать. То есть они все там складывают куда-то, потому что когда-нибудь это может пригодиться. Вот, используют очень подолгу старые вещи. И, то есть такой, ну, когда въезжаешь в город, там где вывески на въезде, такие все такие выгоревшие на солнце. Многие из них вообще, как, не знаю, как в фильме из 80-х годов про Америку какую-нибудь там, да, что-то такое. То есть реально замерзшее время. В общем, будете в Австралии, заезжайте в Куберпеде. Мы сначала сейчас сомневались, ехать не ехать, потому что 500 там 30 километров, 540 туда-сюда, больше 1000, как бы 2 дня времени, поехали даже что 3 дня времени, но у нас получилось так, что мы первый день приехали днем, а сегодня вот выехали тоже днем, вечером и утром экскурсии, ну как бы все сложилось.
мы решили не задерживаться в Портогасте и поехали сразу в сторону Сидуны. Это последний оплот цивилизации на границе с большой пустыней Нулабор. Вот, куда мы после этого отправляемся, в сторону Перта. Сейчас уже почти переехали на такой полуостров Ари. Здесь тоже такой ландшафт, в основном эвкалиптовые леса, такие низкорослые, здесь с другой стороны эвкалипта. И огромное количество таких полей, где пшеницу выращивают большей частью. То есть такие тоже левадры огромные видели. Ну, в общем, сельхозугодье. Ничего особо интересного. По дороге там рассказали нам одни красивые скалы. Сейчас заедем, посмотрим. А потом к вечеру уже приедем в Сидуну. Завтра будем выдвигаться, пересекать Нулабор. Ну, явно не за завтра, нам понадобится дня 2-3 точно. Там большое расстояние. Мы поняли, что памятники — это не самая сильная сторона австралийской культуры, но вообще Австралии. Вот. Памятник, например, австралийскому фермеру выглядит вот так. Вот этот кусок гранита, там 2 овцы пушистых. И голова с колосьями. И голова с колосьями. А без какой-то эволюции посреди, какие-то эволюции этих фермеров, которых что-то очень странное. Сегодня под вечер пытаемся себе скрасить довольно-таки унылый день в дороге. Заехали в Порт Кенни, это уже вдоль побережья, здесь дорога. Мы съехали с главной трассы до Сидуны от Портогаста, съехали вот в сторону Порта Кенни. И сейчас хотим подъехать к месту, которое мне подсказал Андрей из Мельбурна. Вот Мурфи Хейс, так называемый, тоже такие скалы. Похожи немножко на Remarkable Rocks на Кенгуру-Айленде. Вот, поэтому решили на них тоже посмотреть. До них отсюда буквально там 20 километров с небольшим. Вот. И оттуда уже всего лишь 150 километров до Сидуны. Сидуна — это крайняя точка цивилизации. Вот мы сейчас тут едем. Вот. Безумно красивый тоже был такой выход к океану. Очень сильный ветер. Мне очень нравится ветер вообще в целом. Соленый здесь. Я, конечно, больше люблю не соленый, а просто ветер. Влажный, может, даже больше.
До Сидуна все-таки мы не доехали, решили все-таки пораньше заночевать, потому что дети... Ой, какой песок тут будет вообще, ветрило сегодня везде на берегу океана, просто бешеный. В общем, встали на бесплатном кемпинге с абсолютно фантастической локацией, абсолютно вообще, то есть это просто что-то. На берегу океана прямо, вот, тут никого сейчас нету, может, тут, конечно, кто-то позже приедет. Очень сильный ветер, прям заносит песком глаза, но очень красиво. Вот он прям океан, закат, там еще какое-то песчаное море огромное по дороге, рядом какая-то деревушка. Никого тоже нету, наверное. Ну, либо есть, но я никого не видел. Абсолютно волшебное утро у нас сегодня на берегу океана. Так никто и не приехал, не было смельчаков, кто такую ветрилу собрался бы ночевать на берегу океана. Вот, но мы все-таки выдержали. Ночью очень сильно шатала машину, даже в какой-то момент, ну, если не знать, что это все-таки не ураган, кажется, ну все, сейчас как Элли унесет нас в страну Оз вместе с домиком нашим. Красота, такой очень красивый пляж, камни. Говорят, тут где-то еще есть морские котики. Не знаю, где точно, но посмотрим. Вот, сегодня наблюдал рассвет, он в 7 утра был, прямо из окна машины. Вот. Вообще надо сказать, что это официальный кемпинг, то есть он бесплатный. Сюда проложена грунтовая дорога довольно хорошего качества, где-то 10 километров нужно по ней ехать. До этого вообще дорога асфальтная. Мне очень нравится в нашем этом моторхоме, то что сзади такие панорамные окна. И я подогнал прямо к океану, сидишь, пьешь чай, там смотришь, все красота. Сегодня мы ночевали в заливе, который называется Fowler's Bay. Такая микродеревня. Тут обнаружился караван-парк. Стоило нам это 34, что ли, долларов, да, 38 долларов за подключение к электричеству, к воде, туалет, душ, ну все как обычно, в общем. Такое дикое место уже совсем. Там приезжаем, закрыт этот киоск, где регистрация происходит. Но я был уверен, что не мог хозяин куда-нибудь уехать, в отличие от города какого-нибудь. И там такое объявление, ну типа заселяйтесь, любой свободный кемпинг занимайте, а утром заплатите. Знаете, потом вечером к нам кто-то подъехал, заплатили сразу вечером, 20 домишек. Тут часто проводят экскурсии, я так понимаю, в сезон смотреть китов. Вот, потому что здесь с октября по май сезон, как раз когда много китов в океане. Сейчас не очень сезон для них, поэтому нам китов, я думаю, не удастся посмотреть. Может быть, удастся посмотреть котиков, но что-то тоже пока летал тут от берега, посмотрел, не увидел нигде, может быть, где-то дальше надо идти. Вот. Тоже такое место, живописная погода классная, сейчас тоже не очень жарко, не очень холодно. 25. По сути, уже начало Нулабора, то есть дальше уже совсем пусто. Вот. Но тем не менее, посмотрел по карте, и заправки, и кемпинги, все там есть. То есть не так дико, как нам об этом рассказывали, что там якобы вообще ничего, никого. Ничего и кого, просто через каждые 150 километров. Может быть, где-то почаще, где-то пореже. Как оказалось, карта не обманула, в общем, посмотрел, действительно, вы выехали прямо вот в это, как называется,
нулаборд плейт, то есть типа ровная поверхность нулаборд. Вот, где нет ничего вообще, абсолютно ничего, то есть просто вот кустики и трава. Как раз за 200 километров ровно до границы с Западной Австралией началось это все дело. Да, бескрайний простор. Похоже на тундру нашу на самом деле. Только погода, да, плюс 26 как-то не очень тундровская. Да, красота вообще. Ну понятно, тут народ подходил к обрывам, падал вниз. Ну вон, что перегородили так. Абсолютно невероятная вообще красоты смотровая по дороге была. Отсюда как бы вообще можно наблюдать китов в сезон, ну, с мая по октябрь, опять-таки тоже всяких разных морских животных других, там дельфинов видать, видимо, ну, мы не видели, правда. Но самое главное, это просто невероятно, этот обрыв красивейший, который, наверное, можно вполне сравнивать со знаменитой Great Ocean Road, вот, в Виктории. Я думаю, тут ничуть не хуже. Тут единственное, что не стоит отдельно никаких столбов, но все равно безумная перспектива. Вот. Красота, вообще скалы такие отвесные. А тут заботливо они проложили заборчик, оградку, чтобы никто не подходил. Но видно, что раньше очень много народу ходило. То есть все вытоптано, как это всегда бывает вдоль обрывов. В общем, любим мы менять планы прямо на ходу. Поэтому мы сегодня решили вот в таком месте ставить просто и все. Прогуляться решил немного вниз к морю, к океану. Вот. И надо сказать, что тут, конечно, невероятно красоты коряги. Я как любитель этих коряг, вот такой вот себе артефакт нашел. Вот, тут все в этих корягах. Типа кустарники эти высыхают периодически. И так как костры тут жгут мало, вот, потому что в основном распространяется запрет на открытый огонь большей частью. Когда засушливо, никто тут ничего не жжет. И поэтому сухих коряг просто огромное количество. Вот. Ну и на самом деле не только поэтому. Тут на самом деле не сказать, что много людей в целом. То есть какие-то отдельно взятые кемперы, которые там далеко не каждый день 1-2 машины тут встанет. Это совсем другое дело. Но я достаточно далеко отошел. Такая вот красота. Обожаю вообще деревяшки, не знаю, в чем это связано, но какой тут у меня любовь. И все-таки из всех кемпингов самые крутые у нас были это бесплатные. Потому что в платных очень редко бывают вот такие вот виды. Ну и так, чтобы там было ощущение такой полной приватности. В общем, да, с таким вот видом из окна. То есть вот наша машина. Вот мы стоим. И вот такой вот у нас закат. Вообще смена часовых поясов, когда она происходит вот так вот сразу оп, на 2,5 часа, это, конечно, специфичная история. Вот. Сейчас проснулся по местному в 5, по нашему аделаидскому в пол-8 получается. Вот, то есть довольно нормальное время. Вот.
Ночью не было сил, но хотелось очень вылезти, эти звезды все-таки пофотографировать, посмотреть, но надеюсь, уже следующей ночью, может быть, успею. Красота, конечно, невероятная здесь, атмосфера. Вроде дорога рядом, но машины только сейчас поехали, после часу ночи они прекратились. Вот. Рассвет, благодать. Доехали до станции карантина, то есть граница с западной и южной Австралией. Вот так она выглядит, там сзади вон там, вот там, да, ага. Вот. Тут заправочка BP перед этим. И вот такая вот безумная статуя кенгурятины, которая держит вегемит. Это выжимает. Это, короче, безумный какой-то тухло-бобовый соус, который любит. Ну, конечно, австралийцы очень его любят. И такая характерная очень кенгуру с этим соусом. Это потрясающе. Ну и указатель, где наконец-то я видел Москву. Не прошло и 150 тысяч лет. Next 44 kilometers. Ну что, проехали мы этот карантин, который нас так пугали. На самом деле, ну, может, нам повезло, просто супер вежливая тетя посмотрела, что у нас в холодильнике, посмотрела, что у нас в шкафах с едой. Никакие другие шкафы даже не смотрела. Видео у нас на торпеде лежал засушенный маленький букетик цветов. Сказала, нельзя, там есть семена, я их забрала. Вот. А так все нормально. Мы съели все фрукты. Кстати, забавно то, что приготовили салат из свежих овощей. Он лежал, но он был как приготовленный. Хотя те же самые порезанные свежие овощи, тоже никаких вопросов это не вызвало. Дороги остановились на обед. Тут такая тоже полупустынная местность, но с деревьями. Такие красивые деревья, все такое полукруглое, такие кустики, хвостики. Вот. И натолкнулся на еще один вид эвкалипта. Мне просто очень нравится, как эвкалипт пахнет, поэтому обращаю внимание на такие вот кусты. Вон он. Вот. Что интересно, да, я просто помял листик. Листик пахнет эвкалиптом. То есть еще какой-то вид кустарника, причем только что буквально километров там 100 с небольшим отсюда, где мы стояли, 150, наверное. Вот. Это тоже был кустарник, тоже эвкалипт, другой вид. А вот такого не было. Это же какой-то другой вид. Вот. И тоже такой зеленый, пушистый. Но листики очень тонкие, маленькие. На обычный эвкалипт вообще не похожи. Очень интересно ощущение жары здесь. Конкретно здесь сейчас, в принципе, не очень жарко. Где-то 29, 28. Ну, по сравнению с Куберпедией, той трассой. Вот. И вот интересно, когда вот так жарко, как сейчас, в принципе, жарковато. Если ветра нет, прям душновато. Вот. Когда 35, прям вот очень-очень жарко. А когда 46, уже настолько жарко, что ты как бы даже в какой-то момент привыкаешь к этому. Я это почувствовал в Куберпеде. Реально. То есть выходишь, что тебе даже пот моментально высыхает. И вроде как бы, то есть тебе как бы жарко, но ты в какую-то такую измененку немного входишь в состояние. И как бы вроде бы нормально. Главное, чтобы голову не перегрело. То есть на открытом солнце поменьше быть. Я раньше такого не славил, потому что в такой жаре не был так долго. То есть везде в Китае, там, в Азии. В Латинской Америке, где он будет, тоже было жарко, но не настолько, чтобы там было 46 и несколько дней. Вот. Мне кажется, только наши жители Краснодара такое знают. Такой же пекло. Stealing fuel is a crime. Видели? Вот так вот. Давай, запускайся, братан. Сейчас после заправки выехали на дорогу, перед которой была отметка Australia Largest Straight Road, типа Longest Straight Road, типа самая длинная австралийская прямая дорога. Она идет там больше 100 километров, где-то 110 километров.
или 100, или 120, что-то я не успел прочитать. Но такая, как выглядит на карте, такая прямая линия просто, прямая такая полоса. Вот с Испании несемся. Осталось нам, в принципе, отсюда 370 километров до города Норман. Это ближайший кусок цивилизации. Вот, как бы это крайне вот от Нормана до Седуна, это вот вся часть Маларбора. Вот, наконец я научился правильно произносить это название к концу пересечения этой местности. Вот, в общем-то, не такая-то она большая оказалась, конечно, как нас пугали. Вот, но еще 37 километров у нас впереди, поэтому посмотрим, либо до конца сегодня пересечем, либо нет, не знаю. Доброе утро. Проснулись, значит, сегодня, точнее, не проснулись, а проснулся. Проснулся я один раньше всех, потому что еще не привык ко времени. Я, в принципе, так чуть пораньше обычно встаю. Вот, а тут, значит, 5 утра на часах. Потом я, естественно, понимаю, что это время местное, вот, потому что оно отличается на 2,5 часа. На самом деле, в целом, вот весь Маларбор, мы, можно сказать, почти переехали. Оставил впечатления такие неоднозначные. То есть красивые очень эти виды были со скалами. Но в целом это такое пустое место, наверное, которое, пересечение которого это просто такое достижение само по себе. Вот ты типа пересек Маларбор. Ну, как бы, в общем-то, и на этом и все. Вот больше никакого другого сакрального значения в этом нету, наверное. Сейчас, когда перед Австралией были на Бали, там наш супруг Тёма рассказывал про радужные эвкалипты. Это такие эвкалипты, которых кора имеет радужную окраску, особенно чем старше дерево, тем больше вот этих вот цветов радужных. Кора спадает, обнажаются разные цвета. Слышу, что в Австралии тоже такие есть, но мы пока таких не встречали, несмотря на то, что Австралия считается родиной эвкалипта. Вообще как-то начал обращать на них внимание, но просто едешь вдоль дороги, особо ничего нет. Вы смотрю, какие деревья. Вот. И заметил, тут вдоль дороги уже сейчас подъезжаем к Норсману, это финальная точка Маларбора, господи боже мой. Вот. И тут вот такой вот эвкалипт, который, во-первых, очень круто пахнет, во-вторых, имеет очень интересный окрас. Это не радужный, но он такой зелено-желто-оранжевый, тоже вот кора у него когда спадает, получаются самые разные цвета. Очень красивый. Вот, и причем каждое дерево, оно такое необычное, разную окраску имеет. Захотелось остановиться на них, посмотреть повнимательнее. Очень, очень классное дерево. И тут целая роща таких, какие-то оранжевые, какие-то зеленые, какие-то такие красновато-буро-коричневые. Очень живописно.
доехали до конца Малабора. Здесь такой тоже национальный парк, называется Дундас. Такие тоже скалы круглые и соленые озера. Такие вот. К сожалению, конечно, не очень берегут. Тут ездят на джипах, поэтому не очень красиво выглядит. Вот. Но в целом ничего, живописно. Сегодняшнее утро началось в городишке Эсперанс. Вчера ночевали вот в караван-парке таком вот. И здесь мы решили задержаться еще на один день, потому что 4 дня подряд мы ломили по 4-5 сотен километров в день. Немножко подустали, решили погулять. Тут такой симпатичный город на берегу океана. Там приятная такая набережная. Ну, сейчас пойдем прогуляемся, чай попьем. Вот, может, в местный музей зайдем, если настроение будет, ну, как сложится, в общем. Вот какая красота вообще. Очень красиво. Крутейшая тут детская площадка такая в морском стиле сделана. Такой остов кита. Вон там сзади меня, да, железный. Несколько сеток. Тут тоже защитная от солнца сетка, тут жарко. Песочница. Тут же еще какие-то лазалки. Все это сделано на разных уровнях. Такие камушки в японском, не знаю, в каком современном стиле газонном. Вот. Аборигенские стуканы. Короче, очень стильно. Сегодня у нас, наверное, один из самых ленивых дней за поездку. Мы просто остались на вторую ночь в этом караван-парке. Вот, потому что спокойно. Сегодня покинули городишко Эсперанс, вот, где мы 2 ночи провели тут, и поехали в национальный парк. Есть 2 национальных парка, один называется Кейп де Гранд, а другой называется Кейп Эри. Вот Эри достаточно далеко, вот, но как я понял, по ландшафту очень похож, в принципе, и тот и другой парк. Вот. Поэтому решили съездить в парк Кейп де Гранд, посмотреть, там очень живописные пляжи, тоже дюны огромные. Поглядим на него и будем разворачиваться обратно в сторону городишки Олбани. Вот, а оттуда там тоже несколько есть интересных достопримечательностей природных в основном. Да и сам город Олбани, я думаю, тоже красивый. Судя по тому, какой красивый Эсперанс, который, я так понял, очень поменьше. Вот. Сейчас тоже проезжали очень много соленых озер, причем некоторые из них даже не пересохшие. Плантации эвкалипта,
вот, которые пережили, видимо, очень тяжелый пожар. Вот, но то есть, плантация именно, то есть под вырубку деревьев. Еще здесь есть полная реплика Стоунхенджа из камня. Вот, но пока не знаю, зайдем, не зайдем, может быть зайдем, посмотрим. $10 вход со взрослых, а так, в принципе, с дороги видно. Нет мест для кемпинга здесь у нас. И вот. Оказался платный въезд в этот национальный парк, но недорого, в принципе, за машину $13. Нет мест для кемпграунда, но нам он и не нужен. Мы тут просто хотим погулять днем и вечером вернуться. Белый песок, голубая вода. Вот за ней полоса уже темной воды. Очень красиво. Сейчас едем к заливу, который называется Hellfire Bay, то есть залив адского огня. Очень интересно, что имели в виду те, кто дали ему такое название. Сейчас посмотрим на него. Красивейшие скалы здесь, Hellfire Bay, очень такой маленький заливчик, то, соответственно, маленький пляж, ну, по сравнению с главным пляжем, где мы только что были. Вот. И тут, обратите внимание, специальные крюки для пристегивания рыбаков, чтобы они не падали со скал. И такое большое предупреждение на входе: осторожно, rock fishing is dangerous, все такое. Ну, действительно, такие скалы, немножко обрывистые, но, в принципе, я думаю, скорее dangerous из-за того, что тут рыбины тоже соответствующих размеров, которые, если клюнут, мало не покажется. Поэтому рыбаки себя пристегивают. Красивейшая дорога вообще, потому что уже закат, мой любимый Golden Hour, золотой час, и вид на гору Френчмен, которая называется, вообще тоже очень необычная гора, в ней такая дыра, то есть тоже эрозия, такая же граните, как и на многих скалах, только здесь она сквозная, и там еще в ней лес растет. Вообще очень круто смотрится. Хотели подняться, но уже поздновато, и дети, и все такое, надо их спать укладывать, поэтому только посмотрим. Сегодня у нас очередной день Западной Австралии. Такой немного lazy day, начался с этих технических дел. Наконец прочистили засорившуюся трубу и прочие всякие. Потому что моторхолм требует ухода. Как это ни странно, да, всяческая забота о себе, но в целом она такая несложная. Просто занимает немного времени. Сейчас мы направляемся к Wave Rock. Это одна из таких визитных карточек. Скала, волна. Визитные карточки Западной Австралии. Туда их почти 400 километров отсюда. Вот, не знаю, успеем сегодня, нет, но попробуем успеть. Сейчас мы на обеде остановились около такого озера, которое называется Pink Lake. Сзади меня оно находится, оно уже, к сожалению, совсем не пинк, вот, но оно таковым было, когда его нашли. Тут добывали соль, ну и активно разрабатывали окружающую всякую структуру, вот, и вообще много что делать, сельскохозяйство, все такое, и, в общем, оно перестало быть розовым из-за этого. Вот, после этого в 2007 году это все остановили и законсервировали, и, может быть,
оно снова станет розовым. Австралийская специфика. Там, где полная дичь, тут часто наоборот только карточки, а не только кэш. Но я имею в виду именно в плане бензозаправок. Конкретно здесь сейчас на заправке BP, которая выглядит в виде таких колонок. Это мне чем-то напомнило Аргентину в Патагонии. Только раз там был только кэш. Да, что там было очень-очень далеко от цивилизации. Да, и тут, значит, просто никого нет. Две колонки. Там какая-то таверна, которая к колонке никакого отношения не имеет. Сзади такая вот кабиночка. Вот такая вот кабиночка, в которой нужно ввести карточку. Вот. Авторизовать карту. И после этого просто заправляться. Вон, видишь, какая гора? Что сегодня наш день посвящен Вейв-Року, знаменитой скале-волне в Западной Австралии. Мы, кстати, вчера ночевали прямо здесь, в караван-парке рядом. Вот. И очень классный караван-парк, если будете посещать, и если будете на караване, советую. Вот. И с утра пошли сразу прогуляться по горе. Тут, кстати, помимо горы еще много всяких достопримечательностей. Есть прогулочные дорожки, есть какие-то еще камни, скалы, какие-то пещеры. В общем, тут обычно советую провести пару дней. Ну, не знаю, сколько проведем мы, так или иначе. В общем, сейчас посмотрим на эту красоту. Под конец нашего автопутешествия мы так немножечко сбавили темп. Вот, 2 ночи мы провели в караван-парке в Хайдене, рядом с Вейв-Рок. Это замечательный караван-парк, еще раз скажу. Сейчас выдвинулись в Перт. Думали вообще поехать, может быть, еще куда-нибудь ездить, но слишком так это все было бы дергано. У нас всего осталось 3 дня с небольшим, поэтому решили спокойно доехать до Перта, там чуть посмотрим городские достопримечательности и полетим в Сидней. Оттуда и еще 3 денька у нас будет Сидней и покинем Австралию. Кстати, вот в центре города такие забавные скульптуры, какие-то сделаны из металлолома, железные, достаточно своеобразные. Вот какой-то грузовичок, велосипедисты, там разные местные фермеры сделаны, такие, да, с юморком. Оказалось, это коллекция замечательных изделий. В общем-то, это визуализация видных деятелей
города Хайден, причем это исторические какие-то деятели разные, то есть которые заслуженные, скажем так, горожане, первооткрыватели, first settlers, как говорится, первые поселенцы. Вот. Все это были обычные трудяги в самом центре города, такая экспозиция. В общем, доехали мы до Перта, такие, вот, и заселились в караван-парк, самый ближний к центру, так называется, Central караван-парк, вот, и сейчас поедем в самый центр города, прогуляться, посмотреть на него. Вот. Пригороды такие немножко уныленькие, вот, по сравнению с Мельбурном, по крайней мере, вот, и сейчас хотим посмотреть на город, у нас, в принципе, еще несколько дней не осталось, и мы думаем, что если здесь будет в целом не так весело, как мы хотели, может быть, еще куда-нибудь съездим тоже. Сейчас в любом случае вечером делать нечего, решили поехать в центр на такси. Впервые пересели с грузовика за месяц, и такие ощущения, как будто по земле едешь. Вот, забавно. Ну вот, тут как-то уже так. Ощущение хотя бы, что мы в городе. Гуляем по вечернему Перту. Довольно симпатичный город, на самом деле. Грузились прямо на площади Елизаветы, рядом с самой знаменитой башней, символом города, такой стеклянной. Вот, и тут сейчас прошлись вверх немножко. Вот, и увидели, называется, первая церковь Христа Ученого. Что это означает, не знаю, но вон здание, вот это вот здание, вот оно. Это первая церковь Христа Ученого. А рядом вот такая красивая арка, на которой красуется наверху флаг Австралии и флаг аборигенов. Вот так вот. Сегодня у нас второй день в Перте, и мы его начали с Пертского аквариума знаменитого, так называется аквариум Западной Австралии, то есть это большой такой, тоже как океанариум, даже можно сказать, полноценный. Сегодня поглядим на него изнутри. Вот так выглядит аквариум изнутри. Нас пропустили посмотреть. They love to stick the tops of their heads out the water. So pink snapper, they can live to be about 40, and as they age, they develop a hump on their forehead and their nose. Офигеть.
Такого в океане встретить не хочется. Совсем не хочется. Мы снова оказались около этого самого Bell Tower, стеклянной башни. Это приехали сюда еще раз с утра, чтобы на нее подняться, посмотреть. Ну, такая важная достопримечательность, визитная карточка города. Поэтому сейчас посмотрим на нее. Тут 6 уровней в самой башне, и на каждом из них отдельная какая-то экспозиция или что-то интересное. На втором этаже там просто самый старый колокол в Австралии в 1933 году был привезен сюда. А на третьем этаже есть такая экспозиция, посвященная колоколам, потому что, собственно, Bell Tower — это, собственно, башня колокол, это музыкальный инструмент. Интересно то, что начало экспозиции это были индийские такие колокола деревянные в саронгах. Вот. Есть разные тоже колокола представлены в коллекции, там этнические разные, азиатские, даже поющие чаши есть. Вот. Красиво. На 4-м этаже еще здесь такая большая экспозиция, ну, работающих вот колоколов. Ну, даже не экспозиция, по сути, это и есть колокола, которые звонят. То есть можно даже позвонить в них за дополнительную плату. Вот. Такой целый большой зал колоколов. Перц в центре сейчас активно застраивается. И с 6-го этажа можно наблюдать 3 стройки сразу. Стройка там, стройка здесь и стройка еще с той стороны. И на самом деле тут еще и можно на красивый сад посмотреть. Немного на еще на что. Okay, this one. And on Monday, for example, there's Прошлись по городу, сейчас дошли до Центрального музея Западной Австралии, но сейчас на огромной реконструкции, которая продолжаться будет больше года. Вот, тут новый проект такой нарисовали, вообще красота, короче, будет. Вот, будет повод лишний раз оказаться. Такую огромную надстройку над старым зданием сделают. Но вообще такое совмещение современной и традиционной архитектуры тут очень часто можно наблюдать и выглядит очень гармонично, как ни странно. Такая штука. Please do not touch. Так как музей был закрыт, мы решили посетить. Совсем рядом находится галерея Западной Австралии. Кстати, что примечательно, туда бесплатный вход. Вот. И сейчас посмотрим, тут и современное искусство есть, и классическое, ничего только нет. Вот. У нас есть, слава богу, какое-то время. Мы сейчас пошли сюда в 2 часа, а не в 4 за час при закрытии, как это часто бывает. Так что посмотрим на местные красоты. Ну, обычно такой традиционный музейчик, точнее магазинчик на входе, где обычно всегда все очень дорого, как во всех музеях, но очень много реально крутых, интересных штук. Часто какие-то дизайнерские вещи тоже продаются.
что, сегодня у нас 16 февраля. Знаменательный день, когда мы наконец доехали, сдали сегодня машину. Но сегодня ничего особо не было, поэтому ничего сегодня не показывал. Остаток дня протупили в городе, погуляли немножко. И сейчас уже в аэропорту. У нас сейчас рейс в Сидней. Там последние 3 денька и все. Проехали мы почти 8000 километров. Прям по этому самому по счетчику. Показали бумажку с отчетом. То есть получилось так серьезно. Но еще осталась вся северная часть Австралии, которую мы, наверное, отложим на следующий раз. Надеюсь, он когда-нибудь будет. Ну что, у нас пара дней в Сиднее. Вчера был день прилета, довольно тяжелый, потому что пришлось ждать заселения в квартиру, которую мы на Airbnb нашли. После 3 часов перелета и 2 часа сна, и как бы, в общем, толком не поспали, поэтому вчера немножко прогулялись по центру и все. Сегодня пошли первым делом в музей, называется Powerhouse Museum, недалеко от нашей квартирки здесь. Вот, музей науки, техники, всякой старой, разной, новой. Здесь сейчас эта выставка идет по Star Wars, на нее мы не пойдем, потому что я их не смотрел. Да и дети тоже, и Марина тоже, помню. Поэтому да, гуляем по музею, может еще куда-то успеем. Приятная вещь. Вот все там цены говорят, там, как там ненавидят везде русских, за границей везде. Так это в самом центре, в начале музея, 3 огромные статуи, реально огромные, вот видно за моей спиной. Циолковский, Королев и Гагарин. Вот, Russian Space Pioneer, подробно описано, кто есть кто. Вот, и это является частью постоянной экспозиции в самом начале музея, то есть вместе с таким паровозом большим. Вот здесь такая инсталляция тоже, там даже со звуками, описанием действия этого паровоза. Еще одна инсталляция в музее называется Icons, то есть дословно они перевели это как идолы или иконы. Вот. И здесь, естественно, не только иконы, а просто разные какие-то значимые предметы из самых разных эпох, периодов, наций и так далее. Очень интересно, потому что супер разношерстная выставка, там от каких-то японских древних алтарей буддистских до наших русских икон, каких-то предметов самых разных культур значимых, ко всему этому подробное описание, что это и так далее. То есть какие-то такие знаки, отличия, там, костюмы, то, что имело какое-то особенное значение для той или иной культуры, того или иного этноса.
получилось, что попали на выставку Акиры Сагавы. Хоть я и вне вот этой всей модельерной истории, но очень интересно, что это такой знаменитый достаточно в Австралии модельер японского происхождения, как это понятно по фамилии, который 25 лет назад эмигрировал сюда, и вот тут выставка его лучших работ за 25 лет. Очень интересно, тоже такой коллаж восточного и западного в дизайне, причем не только одежды, то есть какие-то у него там проекты для театра, какие-то разные панно, какие-то просто юмористические коллажи, как он обработал кукол где-то там начала 20 века с надевом, такие наряды. Но вообще весьма оригинальное видение, очень интересный дизайнер. Сегодня у нас последний день в Сиднее. Завтра уже утром у нас вылет на Филиппины. И решили прогуляться по такому парку, который называется Китайский сад дружбы. Находится рядом с Дарлинг Харбор. Вот, то есть с портом Дарлинг. И здесь вот такая вот воссоздана китайская атмосфера. Очень причем неплохо. Сейчас на самом входе я посмотрел. Вход на всю семью обошелся $15. В принципе, недорого. Такой традиционный китайский садик. Мне напомнил сад Диншуи, Шанхае. Да много где таких в Китае я видел. Вот, но интересно было посмотреть на то, как это реализовали в Сиднее. Вот, поэтому решили прогуляться. В целом действительно очень приятный парк. На минутку переносишься в Китай, особенно когда приходит куча китайских школьников, студентов. Видишь, здесь пожелания, вот висят огромные сотни, тысячи, наверное, даже листочков с пожеланиями на 2019 год с поросенка, кабана. Вот. И там очень много на китайском тоже пожеланий. Кусочек Китая в Австралии. Было приятно.